Ивановна Подберезкина шла по жизни маршем, не останавливаясь и не снижая темпа практически с рождения. И в этом движении все было в высшей степени прекрасно, за исключением одного – конечного пункта. Куда она шла с таким рвением, Елена Ивановна на самом деле не знала. Она жила стремительно, поэтому иногда ее собственный экспресс не успевал тормозить на важных остановках. Летя по карьерным рельсам, она пропустила станции «Друзья», «Семья», «Любовь» и даже полустанок со скромным названием «Секс». Что это такое? Я просила принести мне американо с горячим молоком. По-вашему, это горячее молоко? Если вам так сложно сделать мне американо с горячим молоком, скажите, что это невозможно. Нет, не надо. Не надо теперь забирать. Не надо! Что вы стоите? Идите. Идите. И не надо так смотреть. Нельзя сказать, что Елена Ивановна была уж очень придирчивой и нетерпеливой. Просто сегодня у нее существовала веская причина для нешуточного невроза. Накануне вечером лучшая подруга поставила под сомнение способность Елены Ивановны вызывать у противоположного пола любовные переживания первого уровня. Проще говоря, Елену Ивановну публично назвали неебабельной. Это страшное слово повисло над Еленой Ивановной со всей своей уничтожающей мощью. Чтобы опровергнуть обвинения и предоставить доказательства, а точнее переспать с первым встречным, Елене Ивановне дали 24 часа, из которых осталось уже 18 часов 9 минут. Не имея четкого стратегического плана, Елена Ивановна, тем не менее, сразу решила, что детей и стариков она пощадит. Иными словами, мужчины старше 55 лет ее не интересовали. В вопросах возрастного ценза Елена Ивановна была строга. Тиндер, возможно, самое лицемерное приложение в мире. Достопочтенные люди скорее сознаются в просмотре порно с мертвыми животными, чем в том, что имели когда-то аккаунты в этой империи сводничества. Но сейчас он был как нельзя кстати. К заполнению анкеты Елена Ивановна отнеслась так же серьезно, как к подаче документов на американскую визу. Все-таки публичный документ, как-никак. Она написала правду и ничего, кроме правды, ну разве что немного наврала с возрастом. Закинув невод в Тиндер, Елена Ивановна по привычке задумалась об альтернативных методах достижения поставленной задачи. И, как это часто бывает с гениальными полководцами, решение пришло из анализа местности. Крупные скопления живой силы неприятеля ожидались в Исаакиевском соборе, куда Елена Ивановна и направила свой первый кинжальный удар. Цель была найдена практически сразу, и внешне молодой человек соответствовал всем необходимым высоким стандартам. Елена Ивановна оценила обстановку и решила начать преследование. Однако ее стала подводить несоответствующая пересеченной местности экипировка. Елена Ивановна умела трезво оценивать свои силы и приняла решение отступить. Да пошел ты. И перегруппироваться, устроив противнику засаду у выхода. Одно из самых ценных качеств Елены Ивановны было терпение и умение ждать. Однако через час она начала подозревать, что что-то пошло не так. Точнее, кто-то пошел не туда. Девушка, где выход с колоннады?
выход с другой стороны. С приближением часа Х события стали развиваться стремительно. Самое модное в городе кафе. Ни одного мужчины. Самый модный в городе музей. Много мужчин, в основном возрастные, некоторые комиссованные по состоянию здоровья. Самая модная улица. Вообще никого. Безвыходных ситуаций не бывает, подумала Елена Ивановна и вспомнила о Тиндере. В сети Елены Ивановны попалась одна рыбка, что при таком искреннем профайле неудивительно. Но рыбка оказалась золотая. Швед. Вот с ним-то проблем с быстрым сексом не будет, подумала Елена Ивановна. А я вообще хотел вас пригласить в Русский музей. Знаете, Эрмитаж немножко банально. В ответ на предложение пойти в музей Елена Ивановна предложила пойти в постель, но встретила неожиданное сопротивление. Выяснилось, что швед не такой и что он ищет себе супругу, интеллигентную женщину из Петербурга. Елена Ивановна на пирову победу была не готова и применила военную хитрость. А мне кажется, для начала было бы неплохо понять, подходим ли мы друг другу сексуально. Швед мигнулся. Он сообщил, что сначала нужно узнать поближе друг друга духовно, так как с сексом проблем быть не должно. В качестве доказательств он предоставил многочисленные справки от врачей и рекомендацию бывшей жены. Елена Ивановна впервые встретила мужчину более организованного, чем она сама, и решила срочно поменять профайл в Тиндере. После стольких неудач и в условиях жесткого дефицита времени многие бы сдались. Но только не Елена Ивановна. Она начала ковровую бомбардировку. В течение 2 часов Елена Ивановна познакомилась с 5 мужчинами. Больше, чем за весь прошедший год. Результат мог бы стать основой серьезного социологического исследования. Первый оказался йогом в период самого жесткого целибата. Второй предложил Елене Ивановне такое, что она сначала полезла в Google, а потом долго не могла прийти в себя. Третий слишком громко чавкал, а детали для Елены Ивановны имели определяющее значение. Для четвертого, на первый взгляд идеального, Елена Ивановна сама не прошла возрастной ценз. Ей сообщили, что на 25 она не тянет ни при каких обстоятельствах. Ну, а пятый просто очень сильно устал. За свою столетнюю историю Астория видела многое. Победителей, проигравших, но давно в ее двери не входил постоялец в таком плачевном состоянии. Битва на Неве была проиграна Еленой Ивановной практически вчистую. Она была готова признать разгром и даже подготовила стройную философскую конструкцию на тему «Не бывает поражений, бывают уроки». Однако за 34 минуты до окончания ультиматума свет надежды блеснул ей прямо в лицо. Гвардия умирает, но не сдается, подумала Елена Ивановна и ринулась в атаку. Здравствуйте. Вас свободно? Не занято? У меня к вам важное дело. Вы не могли бы сейчас встать и пойти со мной в номер? Лечь в кровать и сделать селфи? Нет, никакого интима, разумеется. Мне просто нужна фотография. Селфи. Селфи с мужчиной в кровати. Мы с подругой, вернее так, моя подруга говорит, что я ей не бабельна. Я прекрасно знаю, что я ей бабельна. У меня было 24 часа для того, чтобы найти мужчину, с которым я проведу ночь, и в подтверждение отправлю подруге селфи. Но никакого мужчины я не нашла. Мне нужно селфи в кровати с мужчиной. В общем, мне нужна ваша помощь.
Я, разумеется, заплачу 20 тысяч. Если нужно на ИП, пожалуйста, будет на ИП плюс 6%. Никто никогда эти фотографии не увидит. Никаких соцсетей. Меня вообще нет в соцсетях. Ваша семья, если она у вас есть, никогда не узнает об этих фотографиях. Я сразу все уничтожу. И подруга тоже все уничтожит. Мне просто нужна ваша помощь. Да-да, нет-нет. Проявите, пожалуйста, сострадание. Давайте разденемся. Нет, нет, только вверх. Простите. Разрешите. Лифчик не хотите снять? Очки снимите. А вы не могли бы меня обнять, пожалуйста? Простите. Нет, что-то не то. Пожалуйста, улыбнитесь так, как будто вам хорошо, ладно? Простите. Чуть-чуть помять. Угу. Так. Улыбка. Ага. Какой кошмар. О, Господи. Какой стыд. Простите, пожалуйста. Простите, я... Простите, пожалуйста. Простите, я просто, честно говоря... Ой, какой позор. Не-не-не. Простите, пожалуйста, это... Все, не Давайте надо никаких сразу. фотографий, прошу вас. Все. Я просто не очень понял, что надо делать, и я хотел вам помочь, если честно, но Простите. понимаю, что я не лучше просто помощник. Нет, дело в этих вообще не делах. вас, пожалуйста, Простите, извините. пожалуйста, честно говоря. Вы меня простите, мне кажется, неплохо, честно говоря, даже и получалось. Вот, ну, я бы, если бы увидел фотографию, я бы поверил бы сразу. И если бы мне показали такую фотографию, что два человека... Простите, пожалуйста, мне так стыдно, правда, мне Пожалуйста, очень вы стыдно, передо мной не поверьте. надо извиняться. Я вас молю, почему? Это Простите, самое- ну я какая-то просто вы нелепая. попросили, а я хотел вам Да, помочь. спасибо вам огромное, но все, не надо никаких фотографий, пожалуйста. Почему Ничего не надо. Я уже хочу, как бы, уже Что вы хотите? потому что мне хочется, чтобы у меня были такие фотографии. Зачем? Давайте сделаем. Елена Ивановна, кажется, впервые посмотрела в глаза этому незнакомому мужчине и рухнула в них. Нежность – самое сильное оружие в арсенале человека, от которого нет защиты ни у одного полководца. Да и нужно ли нам всегда защищаться? Иногда стоит просто снять доспехи и сдаться своим и чужим чувствам. Даже если вас ждет поражение, воспоминания о нем станут лучшими моментами в вашей жизни.
Елена Ивановна решила, наконец, ничего не решать и просто довериться Вселенной, которая каким-то странным путем привела ее к этому пока еще незнакомому мужчине. А это значит, что нам пора уйти. Ведь подглядывать за женщиной в такой момент просто невежливо. Так что оставим сейчас нашу героиню в те минуты, которые должны принадлежать только двоим. Хоть поверьте, хоть проверьте, но приснилось ночью мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщик и трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал. И сказал мудрец известный, что меня милее нет. Композитор пел мне песни, и стихи читал поэт. Хоть поверьте, хоть проверьте, так плясала я кадриль, что 13 кавалеров отдышаться не могли. И оркестр был в ударе, и смеялся весь народ, потому что на рояле сам король играл гавот. Хоть поверьте, хоть проверьте, я вертелась как волчок, и поэтому, наверно, потеряла башмачок. А когда мой сон растаял, как ночные облака, на окне моем стояли два хрустальных башмачка.